Дорогие друзья, я очень рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня после долгого перерыва я с удовольствием представляю вам мастер-класс по созданию вот этого стильного и очень уютного джемпера. Даже если вы новичок, не переживайте, я покажу все пошагово. Это свитер в стиле oversize, он очень прост в исполнении, так что с ним точно справится даже начинающий. У этого джемпера широкие рукава, вырез лодочка. Свитер можно носить как со спущенным плечом, так и классическим образом. Он прекрасно подойдет для повседневной носки и думаю, что будет еще актуален много сезонов подряд. Так что, если вам интересно, то давайте вязать вместе. Итак, вначале о том, как я вязала. Мы будем вязать по кругу, без швов. Значит, сначала вяжем невысокую резинку, потом узор. Когда доходим до рукавов, переходим уже на поворотное вязание. Оформляем вперед с вырезом на горловине, потом переходим к спинке, тоже оформляем горловину. Плечевые швы аккуратно сшиваем крючком, после чего набираем петли по пройме рукава и переходим к вязанию рукавов по кругу тоже. И в завершение обвязка горловины. Узор ромба мы разберем с вами попетельно. Я использую пряжу Фельпуччи, это ангора, и вяжу в 2 нити. Метраж в 2 нити у меня составляет 225 метров на 100 грамм. И круговые спицы номер 4 нам понадобятся. Значит, по замерам и размерам. Свитер соответствует размеру от S до M. Для вашего ориентира мой обхват груди 93 сантиметра, рост у меня 164. Готовый свитер имеет длину 54 сантиметра, ширину 53. Все остальные замеры вы видите на экране, ну и в процессе вязания я еще их буду оглашать. И расскажу также, как вязать на другие размеры. Теперь давайте посмотрим, как нам рассчитать количество наборных петель. Значит, еще раз, я вяжу на обхват груди 93 сантиметра. Плотность моего вязания составляет 2 петли на 1 сантиметр. То есть у меня в 1 сантиметре 2 петли. Чтобы свитер сидел свободно, мы добавляем к обхвату груди дополнительный объем для свободы облегания. Я в этом случае добавила 10 сантиметров. Итак, расчет объема у нас 93 сантиметра, это объем груди, плюс 10 сантиметров свобода облегания, получаем 103 сантиметра. Теперь, когда мы знаем, сколько нам сантиметров нужно, мы можем определить, какое же количество петель нам нужно набрать. Для этого 103 сантиметра умножаем на 2 петли, так как в 1 сантиметре у меня 2 петли. Получаем 206 петель. Теперь нам нужно рассчитать, сколько же раппортов помещается в данном количестве петель. В моем случае один раппорт узора занимает 25 петель. Значит, мы делим общее количество петель на количество петель в раппорте. 206 делим на 25 петель на один раппорт. Получаем 8 с копейкой. Ну, естественно, округляем и получаем 8 раппортов. Их должно быть обязательно кратное число, для того, чтобы узор выглядел правильно и равномерно. Итак, исходя из того, что нам надо 8 раппортов, мы умножаем 8 раппортов на 25 петель в одном раппорте, получаем 200. То есть нам нужно набрать 200 петель. Если вы попали в плотность моего вязания и вам нужен размер побольше, то советую прибавить несколько петель между раппортами, то есть между ромбами. Вы можете прибавить, например, 2, 4 или даже 6 петель. И таким образом у вас еще прибавится несколько сантиметров. Вот наша схема.
Раппорт составляет 25 петель в ширину и 40 в высоту. Узор вяжется несложно. Мы используем здесь накиды, 2 петли вместе с наклоном влево, с наклоном вправо и 3 петли вместе. Приступаем к набору петель. Чтобы определить длину хвоста, то есть вот нити, с которой мы будем набирать петли, можно набрать 10 петель, потом их распустить и отмерить эту длину нужное количество раз. Например, в моем случае 20. Я это делала на глаз, но можно, конечно, и линейкой отмерить. Итак, набираем 201 петлю. 200 на 8 раппортов и 1 соединительную. Итак, я набрала 201 петлю. Смотрим, проверяем, чтобы у нас ничего не перекрутилось, чтобы косичка была строго под леской. И будем соединять вязание в круг. Снимаем петлю с левой спицы и протягиваем ее сквозь петлю с правой спицы. И подтягиваем нити с обеих сторон. Отмечаем начало ряда маркером и вяжем резинку 1 на 1. 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная. Вяжем так до маркера. Заканчиваю ряд. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Теперь смотрим, правильно ли у нас все получилось. В конце у нас изнаночная, в начале ряда лицевая. Все правильно, так как у нас кратное количество петель. Мы провязали с вами первый ряд резинки. Вяжем еще 7. То есть всего у нас резинка 8 рядов. Итак, я провязала 8 рядов резинки. У меня это примерно получилось 3 сантиметра. Прежде чем перейти к рисунку, свяжем 2 установочных ряда лицевыми петлями. Мы провязали 2 ряда лицевыми, начинаем вязать по схеме. Итак, первый ряд. 12 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Накид и 2 вместе с наклоном влево. Для этого нам нужно первую петельку переснять. Я делаю так, чтобы ее правая стенка была сзади. И провязываю теперь эти 2 петли вместе за задние стенки. Вот у нас получился наклон влево. Теперь 11 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Все, вот мы провязали первый ряд раппорта. Вяжем дальше по кругу по рисунку. Итак, я довязала первый ряд. Теперь вяжем второй.
все петли лицевыми. И все последующие четные ряды мы вяжем лицевыми петлями. Я больше уже останавливаться на этом не буду. Покажу еще вам сейчас здесь, как мы провязываем накид. Итак, вот он наш накид. Провязываем его просто за переднюю стенку. Третий ряд. 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Дальше нам нужно провязать 2 вместе с наклоном вправо. У нас уже эти 2 петли лежат правыми стеночками вперед, поэтому мы поддеваем обе и провязываем как одну за передние стенки. Дальше накид, 1 лицевая, еще 1 накид и 2 петли с наклоном влево. Первую петлю переснимаем, чтобы правая стенка оказалась сзади, и провязываем 2 вместе за задние стенки. 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вяжем по схеме до конца ряда и 4 лицевыми. 5 ряд. 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 петли вместе с наклоном вправо. Провязываем 2 петли за передние стенки. Делаем накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид и 2 петли с наклоном влево. 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7 ряд. 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 петли вместе с наклоном вправо. Накид. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Накид и 2 вместе с наклоном влево. 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я советую вам просматривать почаще узор, все ли правильно. Лучше заметить ошибку сразу, чтобы потом не пришлось много распускать. 9 ряд. 7 лицевых. 4, 5, 6, 7. 2 петли вместе с наклоном вправо. Накид. 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. 2 вместе с наклоном влево.
и 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 11 ряд. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 вместе с наклоном вправо. Накид. 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Накид. 2 с наклоном влево. И 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 13 ряд. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе с наклоном вправо. Накид. 11 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 и 11. Дальше накид. 2 петли вместе с наклоном влево. И 5 лицевых. Пятнадцатый ряд. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 вместе с наклоном вправо. Накид. 13 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Накид. 2 вместе с наклоном влево. И 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 17 ряд. 3 лицевые. 1, 2, 3. 2 вместе с наклоном вправо. Накид. 15 лицевых. 3, 4, 5. 10, 12, 13, 14, 15. Накид. 2 вместе с наклоном влево. И 3 лицевые. Девятнадцатый ряд. 2 лицевые. 2 с наклоном вправо. Накид. 17 лицевых.
17. Теперь накид. 2 с наклоном влево. И 2 лицевые. Двадцать первый ряд. 2 лицевые. Дальше накид. 2 с наклоном влево. Переснимаем петлю. Провязываем за задние стеночки. 17 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Дальше 2 вместе с наклоном вправо. Вместе за передние стеночки, накид и 2 лицевые. 1, 2. 23 ряд. 3 лицевые. Накид. 2 вместе с наклоном влево. 15 лицевых. Так, теперь 2 с наклоном вправо, накид и 3 лицевые. Двадцать пятый ряд. 4 лицевые, накид, 2 вместе с наклоном влево, 13 лицевых, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 2 вместе с наклоном вправо, накид и 4 лицевые. Двадцать седьмой ряд. 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 2 вместе с наклоном влево, 11 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2 вместе с наклоном вправо, накид и 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5.
29 ряд. 6 лицевых, 3, 4, 5, 6, накид, 2 с наклоном влево, 9 лицевых, 7, 8, 9, 2 с наклоном вправо, накид и 6 лицевых. 2, 3, 4, 5, 6. 31 ряд. 7 лицевых, 2 накид, 2 с наклоном влево, 7 лицевых, 2 вместе с наклоном вправо, накид и 7 лицевых. Тридцать третий ряд. 8 лицевых, 2 накид, 2 вместе с наклоном влево, 5 лицевых, 2 вместе с наклоном вправо, накид и 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ряд номер 35. 9 лицевых, 2 накид, 2 петли вместе с наклоном влево, 3 лицевые, 2 петли вместе с наклоном вправо, накид и 9 лицевых. Ряд номер 37. 10 лицевых, 2 накид, 2 вместе с наклоном влево, 1 лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, накид и 10 лицевых.
Итак, у нас 39 предпоследний ряд раппорта. 11 лицевых. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Накид. И теперь нам нужно будет провязать 3 петли вместе лицевой с центральной лицевой посередине. Для этого что мы делаем? Мы вводим спицу с под низу в первые 2 петли, переснимаем их, провязываем 1 петлю лицевой и протягиваем через 2 снятые, только что провязанную. И вот у нас получилось 3 вместе лицевой. Делаем накид и вяжем еще 11 лицевыми. Сейчас я вам покажу еще раз, как провязываются 3 петли вместе для закрепления. Так, я уже во втором раппорте делаю накид, ввожу спицу снизу вверх под 2 петли, снимаю их, переснимаю на правую спицу, вот они 2, провязываю следующую лицевой, и теперь мне нужно протянуть эту лицевую, которую только что провязала, через 2 снятые. Вот таким образом у нас получается 3 вместе. Итак, мы с вами провязали 39 ряд до конца, потом довязали еще с 40 все петли лицевыми. В результате у нас получился один раппорт, примерно 17,5 сантиметров. Итак, что мы делаем дальше? Вы вяжете самостоятельно еще 44 ряда, то есть один раппорт плюс 4 ряда по схеме. В результате вот что у нас должно было получиться. 2 раппорта и 4 ряда. По длине у меня получилось примерно 34,5 сантиметра. Далее мы будем вязать сначала перед, потом спинку поворотными рядами. Для этого я разделила вязание на 2 равные части и обозначила их маркерами. Впереди 4 раппорта, то есть 100 петель, и на спинке точно так же 4 раппорта, то есть тоже 100 петель. Сейчас мы с вами провяжем ряд по схеме, это у нас 5-й ряд, до маркера, развернем вязание и 6-й ряд будем уже вязать изнаночными. Прежде чем я его буду вязать, я пересниму все петли спинки на дополнительную спицу, чтобы они мне не мешали. Итак, я пересняла все петли спинки на дополнительные спицы. Маркеры я убираю, они нам уже не нужны. И мы переходим на вязание переда поворотными рядами. Итак, по схеме у нас 5-й ряд. Вяжем 9 лицевых. Две петли вместе с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, накид и 2 вместе с наклоном влево и 9 лицевых. Вяжем так этот ряд до конца. Поворотные будем вязать все петли изнаночные.
Я довязываю ряд до конца и последнюю петлю буду провязывать как кромочную. Разворачиваем вязание и вяжем все петли изнаночными. Кромочную снимаем и вяжем ряд до конца. Так, дальше у нас 7 ряд. И вот здесь, внимание, очень важный момент. Первая петля у нас теперь кромочная. Мы ее снимаем не провязывая, но считаем ее как первую петлю раппорта. То есть 3, 4 дальше, 5, 6, 7, 8. Так, дальше у нас наклон вправо. При поворотном вязании у меня бабушкины петли, поэтому мне нужно развернуть их правыми стенками вперед и после этого провязать 2 вместе за передние стенки. Накид, 5 лицевых. Я вяжу их уже за задние стенки, так как моя правая стенка петли теперь находится сзади. Накид и 2 петли с наклоном влево. Здесь у меня вот петли уже лежат так, как мне нужно. Правые стенки находятся сзади, и я их провязываю за задние стеночки. Дальше у нас 8 лицевых и вяжем так этот ряд до конца. Я заканчиваю ряд, у меня последних 8 лицевых, 3, 4, 5, 6, 7. И вот она наша кромочная, мы ее провязываем как кромочную, но считаем как петля раппорта. Переворачиваем вязание и вяжем изнаночными 8 ряд. Мы провязали 8 рядов раппорта. Теперь, пожалуйста, самостоятельно вяжите раппорт ромба до конца. То есть еще нужно провязать 32 ряда. Я провязала раппорт до конца. И в следующей части видео мы с вами приступим к оформлению горловины. Ну а пока спасибо за внимание. До новых встреч!